Всех приветствую на своем канале, меня зовут Вероника, и сегодня я вам покажу свои новые ароматы. Да-да, я давно не снимала таких видео, поэтому у меня накопилось действительно много ароматов, поэтому можно хоть день через день вам показывать их. И знаете, хочется поделиться, я уже много купила месяц назад, где-то хорошо разносила, и могу сделать свой окончательный вердикт. Здесь будут также очень популярные парфюмы, которые многие-многие любят, а я не совсем оценила. Ну и давайте начнем. Начать хочу с парфюма от бренда Etat Libre d'Orange. И переводится он «Рождество на балконе». Но вы скажете: Вероника, на улице апрель месяц. Какое Рождество на балконе? Ну запоздала ты. Во всех подборках он рождественских, новогодних был, да? Но нет, я не запоздала, девочки, потому что посмотрите, что у нас за погода. Парфюм «Рождество на балконе» сейчас очень актуален, потому что я снимаю видео на балконе. Сегодня 15 апреля, и за окном у нас вот, что вы можете наблюдать. Окна у меня выходят на дорогу, через дорогу частные дома различные. Напротив вот такой вот дом у меня с подсветкой, вот за который нам приходит счет почему-то постоянно. Вот такая вот красота. В кавычках, конечно же, красота, потому что для апреля месяца это ну никак не актуально. Реально на дорогах скользко и холодно. Вообще ужасно. Вот, поэтому вы поняли, да? Почему сейчас я вам показываю этот парфюм? И я в любом случае его показала. Купила я его по отзывам блогера Филена Фрагрант Лайф, у нее канал, Леночка Насомска. Я посмотрела ее видео, и она так его хвалила. Вот действительно до такой степени человек его описывал классно, что мне захотелось его купить. И в принципе по хорошей цене его заказала, для меня целых 100 миллилитров. Ой, давайте поскорее уже нанесем его. На нашу погоду, знаете, ну вот самое то сейчас, да? Ну, конечно же, безусловно, он на любителя, и слепую покупать его никогда не стоит, это я вам сразу хочу сказать. Он очень пряный, он для тех, кто любит, знаете, корица, мед, очень даже какое-то вот что-то такое ладано-дымное в нем есть. Он вот прям мощный, он мощный. Вначале цитрусовый такой старт, небольшой, где-то мед, даже какие-то... может, зелени немного, но все звучит очень-очень пряно. Я не знаю, как парфюм этот будет звучать летом. Он действительно очень окутывает, заполняет пространство. Я в нем ходила в кафе. Кстати, в кафе мне казалось, что все парфюмы перебивали мой запах вот этот. Не знаю, может, мне так казалось. Вот, но отметили, что от меня пахнет, знаете, что сказали, как от меня пахнет? Сейчас я точно вспомню. Напоминает, сказали, какую-то мазь, да, согревающую мазь. Вот, что-то такое. Ну, поняли, что это парфюм. Непонятно, что там я не намазалась, да, каким-то кремом странным. Но отметили, что что-то такое восточное. Восточный базар какой-то, лавка, да. Как этот парфюм только не описывали, по-разному. Но в основном, в большинстве случаев, он нравится блогерам, также парф-любителям. Мне он очень понравился. Я не пожалела, что его купила вслепую. А так вообще от Элда... От этого бренда мне страшно что-либо покупать. Правда, я заказала еще один парфюм вслепую. Тилда называется. Про тыкву, что-то такое. Не знаю, посмотрим. Уже взяла 50 мл, когда придет. А так у меня есть моя подписчица. И также она моя парфюмерная подруга Лена. У нее очень большая коллекция. Кстати, она распивает свои парфюмы. И можете в моей парфюмерной барахолке в Телеграм взять у нее какие-то от Леванта. Это вообще будет вам классно познакомиться. Потому что у нее Элда вообще практически есть все. Да, и это проверенный человек. Она живет в Карелии, я бы ее порекомендовала. Вообще, у нее все новинки. У нее даже новый амуаж есть. У меня нет нового амуажа, у нее есть. Представляете, как классно. Так что вступайте в мою группу Telegram. Вот. И она там администратор, вы ее легко найдете. Я ей доверяю. Вот такие вот дела. В общем, супер покупка. И как раз на нашу погоду будет еще актуально. Давайте дальше. Элда, супер. Рождество на балконе. Классный. Так, нишенька, и тоже популярный аромат от бренда Memo. Вообще Memo полюбила, если честно. Синтра. Раньше как-то к этому бренду была равнодушна, но я помню, снимала обзор от интернет-магазина Rendezvous. У меня был такой топ-8 ароматов Memo. И знаете, благодаря этому аромбоксу многие парфюмы Memo мне вообще полюбились, потому что я их прям разнашивала хорошо. Но, к сожалению, в этом аромбоксе не было Синтры, поэтому Синтру я купила уже вслепую.
Кстати, не забывайте, что у меня на Рандеву тоже есть промокод 10 Ника В. Вот тут будет и в описании. Пользуйтесь, 10% скидка от 2500 рублей. Как бы будет дополнительно приятно и воспользуйтесь. А то, знаете, я вообще редко в своих видео говорю о том, что у меня есть какие-то скидки. Вот честно забываю. Мне давно это уже скидка. Вот, так что классный аромабокс. И благодаря нему я купила еще один парфюм. Я вам пока не скажу, какой. Он скоро придет. Надеюсь, скоро. Вот, потому что дорога долгая будет. Ну, мне прям захотелось все-таки. Тянулась рука. В общем, ладно. Немножко такой информации. Синтра. Очень сладкий парфюм. Он, пишет, коробка, вот это вот, развернись, коробочка. Вот это. О. Да, сейчас новые флаконы, они стали прозрачными, даже темные флаконы тоже такие вот матовое прозрачное стекло. Но мне, кстати, очень нравится, как они выглядят. Очень красиво у них вообще, конечно. Очень все красиво сделано, классно. Мне нравится. Открытки вот эти вот, я их всегда оставляю на коробке и ни в коем случае не отклеиваю. Да, коробки Мемо прям храню. Ну, честно сказать, я все коробки храню. Вчера убиралась у себя в шкафу, у меня еще есть один шкаф на балконе. Там хранятся все коробки. И кое-какие я повыкидывала. Ну, уже знаю, что точно, например, продавать их не буду или еще что-то. Ну, не знаю, короче, решила немножко избавиться. Красиво оставила. Вот так вот с флакона он мне нравится. И действительно, не зря его сравнивают с Kilian Love Don't Be Shy, да? У меня есть, кстати, этот Kilian в самом первом выпуске. Еще в черном флаконе он был, да. Я люблю это направление. Кстати, это, видимо, какое-то было модное направление, которое биопароксовое, да, как пахнет биопарокс, кто знает, и говорят, что им пахнет. Знаете, ну, соглашусь, что-то такое есть. Зубодробительная сладость, прям как... Вот вначале какой-то, там указан, по-моему, Petit Grain, вот этот вот Нероли, калабарийский бергамот, ну, если я не путаю, знаете, уже пирамиды столько в голове. Что-то вот такое вот, ну, вы поняли, зеленое, цитрусовое, мощное. Оно есть здесь действительно с какой-то вот этой вот лекарственностью. И потом приступает, тут указано молоко. Сразу скажу, я тот человек, который молоко здесь не слышит от слова ну совсем. Вообще не представляю, как здесь вообще может уместиться в этой пирамиде какое-то молоко, да? Я не знаю, но есть так есть. Тут же и какие-то вот эти вот сладости, маршмеллоу, и тут же какие-то еще карамели. То есть такая пирамида большая, знаете. Но я вот слышу вот эту вот, да, неролистую, такую терпкую, мандаринистую, вот эту вот, аж зубы сводит. Как будто все это в порошке в каком-то белом перемешали, в зубной пасте просто. И почему-то это приторно-сладко. Вот. Я не знаю, тоже сладость такая, что прям почему-то я сахар вот какой-то вот перемолотый, вот это вот все вот так не пахнет. Он комплементарный, кстати, стойкий, шлейфовый, действительно много пшиков вообще не стоит делать, будет дурно от него. Когда я только получила, сидела, сразу распылила его, естественно, распаковалась, стараюсь сразу проверить парфюм, чтобы все хорошо дошло. Ко мне села в машину коллега, она говорит, ой, как вкусно пахнет, это вонючка новая. До этого повесили новую вонючку, которая вообще, в принципе, не пахнет особо. Всегда, да, обидно, когда ты садишься кому-то в машину, и так хорошо пахнет, потом ты покупаешь себе такую вонючку, но у тебя не пахнет от слова совсем. Ну вот. И она подумала, что это вонючка. Я говорю, да нет, это не вонючка. И даю ей руку, что это от меня. Она говорит, да. Она говорит, классно пахнет. Ей прям понравилось, и вообще, говорит, очень хотела бы себе тоже. Поэтому, может быть, со стороны ничего. С Kilian Love, ну, не знаю. Love для меня какой-то более, ну, не знаю, медово-сладкий, да, он, там тоже вот эта вся сладость есть. Но не такой. Но, в принципе, неплохо. Просто, знаете, как бы, не знаю, 75 миллилитров, его мне, конечно, будет дофига. Ну, я знаю, что у него много любителей. Сказать, что он плох, я не могу. В принципе, не могу. Но что-то, чего-то здесь прям перебор. В общем, такое неоднозначное у меня мнение. Спустя, наверное, неделю, да, может, 2, как я его купила. Ну, ничего, будем еще разнашивать, да и погодка позволяет в нем еще походить. Я думаю, пока у нас снег растает, хотя если он растает за один день, не представляю, что у нас будет вообще. В общем, ну, красивый. Мемо. Синтра. Синтрушечка такая. Дальше парфюм. Вот такой вот линейки Guerlain. Это Bois Mysterix. Я вообще люблю эту линейку. Я знаю, что не все ее полюбили. Мне нравится. Мне очень нравится эта линейка. Она такая мощная, крутая.
Этот парфюм мне напоминает стиль Тициано Теренси Химеру. Напоминает своей вот этой бальзамичностью. Здесь в базе, по-моему, Мира, но я слышу вот эту вот смолы, вот эти вот бальзамичность. Он очень бальзамичный, ладанный, кожаный парфюм, восточный. Здесь ни грамма сладости, здесь очень грубая мужская кожа, как можно сказать, там сапоги и так далее. Но плюс здесь очень много вот этой вот восточной темы, вот этой вот смоленистой, ладанной, поэтому он такой вот очень, тоже лекарством. Не знаю, мало кому понравился этот парфюм, честно. Муж просил прям слезно его больше не наносить. Но я буду его, конечно, носить. Типа, когда мы с ним идем куда-то, лучше типа не надо. 8 марта было. И всю неделю, по-моему, мы отмечали 8 марта. Мы 2 раза ходили в ресторан, потом ходили в сауну, еще куда-то ходили. И в один день, я помню, нанесла в ресторан этот парфюм. Как раз у меня такой пришел, я думаю, надо его выгулять. И, конечно же, я такая вся в платье, в шифоновом, помню, была на каблуках и надела на себя это. Да, думаю, вот буду вот прям такой. Не цветочки, да, как мы привыкли, там ландыши, сирень, еще что-то весной, а вот это. И, много людей, мне кажется, они молчали, естественно, окружающие. Подруга, которая сидела возле меня, сказала: боже, Вероника, что это? Я говорю, это новый парфюм. Она говорит, он ужасно, он сильный. Она говорит, я не знаю. Она говорит, для меня он, говорит, вот как старый парфюм. Она говорит, вот раньше старье, говорит, какое-то, вот что-то такое. Она говорит, нет, такую кожу я не люблю. Хотя, знаете, есть много людей, которые говорят, я люблю кожу, я люблю кожаные парфюмы, мне так нравится Мема, потому что там все про кожу. Знаете, смешно. Какая нафиг кожа в Мема? Это не кожа, это что-то на подтонах. Там вечно то розами перебивается, то тебе сахарком присыпается, то лимонами. То есть там такая кожа очень-очень носибельная, за что все, наверное, и любят. Да? Мема многие любят. Мема, знаю, кто и не любит вообще этот бренд. И я к нему отношусь спокойно, потому что там вот такая вот носибельная кожа, которую я тоже, кстати, полюбила. Но вот это вот настоящая кожа. Вот если вы любите такую кожу, тогда вы действительно любите кожаные ароматы. Да. Но все равно имеет место быть. 125 миллилитров. Может быть, когда-нибудь, конечно, я его и продам. Потому что все-таки он не на каждый день, и у меня муж его вообще не переносит. Хотя обычно на его мнение я не обращаю внимания. В плане парфюмерии, там макияжа, там не красят, так не ходи, так там юбка короткая. Мне вот это вот раздражают эти замечания. И вообще мужики, кто делает эти замечания, меня тоже подбешивают. Сейчас он уже их перестал хотя бы про это говорить. Не знаю. И я ему еще заказала один гирлен. Надо было его взять. Ладно, уже не хочу останавливать видео. Здесь ставлю картинку. Он тоже такой довольно... Парфюм выпускался давно. Это, конечно, перевыпуск, который я ему взяла. Но он тоже вот с такой чуть-чуть ноткой. Есть вот такое вот что-то. Но там еще ваниль. Тот даже, можно сказать, послаще. Этот вообще прям перебор. Это унисекс, поэтому, конечно, он для мужчин подойдет. Вот, кстати, на мужиках вообще клево будет. Я и на себе его вижу. Но, правда, на кожаную куртку я бы его не нанесла. Мне кажется, это все. Это просто не смыть. Зато они стойкие, зато они шлейфы. Вот эта вся линейка к ней вообще. Что Сантал Рояль, что с розой. У меня есть парфюм про розу с этой линейки оранжевый флакон. Вообще никаких проблем. Вот, в общем, наговорила вам тут, познакомиться с ним стоит, кто любит действительно кожу, вот такую вот, а не вот эту вот легкую кожанку. Несмываемый товарищ однозначно. И давайте перейдем к женственности и просто французское наслаждение, лучшее, что было, это Dior L'Or, J'adore L'Or. В 2010 году он вышел. Знаете, можете сказать, задолбала своими диорами, жадорами и так далее. У меня их много, да, у меня жадоры штук 5 уже, не все разные, но плюс-минус где-то не перекликаются. Одно Лор – это просто божество, это вот золото во флаконе, мне кажется, сюда еще можно было хлопья золота добавить, просто такую слюду какую-нибудь красивую. Это нереально. Он не похож абсолютно на классику, абсолютно не похож. Надо в пазл попадать. Он очень красивый. Если вы когда-то его увидите, если вы хотите пахнуть дорого, вот тут, знаете, вот просто будете пахнуть дорого. Это та французская школа, которая когда-то была, которую потом поменяли на современность, вот здесь она есть. Он амбровый, он тягучий. Да, здесь есть жасмин, но он такой, знаете, он какой-то ванильно-жасминовый. Он очень серьезный. Вот это, мне нравится, кстати, как амбра пахнет в последнее время. Это сладковатая такая амбра. Он очень шлейфовый. Он просто заполняет все пространство вокруг себя.
Я в нем один раз уже сходила на работу, пока больше не выгуливала. Но безумно красиво, безумно. Может быть, знаете, вот даже в слепом затесте я бы, наверное, никогда не узнала, что это Жадор. Никогда. Очень сладковатый, приятный жасмин. И вот, знаете, здесь его практически даже не слышно. До такой степени вот он вот такой вот амбровый, какой-то древесный. Здесь, по-моему, бобы тонка, что-то вот такое вот. Очень красивый аромат. Реально пахнет дорого, шикарно, офигенный. Я вообще очень рада, что я его купила. Когда мне предложили его, я сразу схватила, конечно же, не раздумываясь, потому что его я ни в магазине, нигде не тестировала никогда. Вот, как-то мимо меня прошло, то, ну, кто давно увлекается, я думаю, знает этот аромат, и напишите что-нибудь о нем, если вы о нем знаете. Вот. Читала, кстати, отзывы на фрагрантике про него. В основном все хорошие, действительно, отзывы. В этот раз фрагрантика не врет. Ну, когда у меня с ним мнение совпадает, значит, она не врет. Не совпадает, значит, врет. Вот такая вот еда. И еще Dior, ну, это, знаете, такая ностальгия. Dior Addict в туалетной воде, он выпущен был в 2014 году, а у меня он первый раз появился в 2015 году. Тоже у меня была сотка, и, представьте, спустя вот столько лет я его повторила. Хотя на тот момент я его, наверное, год, но я им прям обильно поливалась. Конечно, у меня тогда был только один парфюм, он. Да, он тогда у нас позиционировался как новинка в магазине, поэтому я его купила. Мне принципиально было купить Dior, и брать было, по-моему, нечего. Ну, вот этот предложили, я взяла. Конечно, когда я его вдыхаю, это очень, оказывается, сильно заикаренный парфюм оказался. Тем временем я просто сразу, у меня, конечно, рисуется картина, как я начинаю ездить, мне покупают машину в 2015 году, и я начинаю ездить сама. Я вот такая вся одинокая, свободная, сильная, независимая девушка. Да, ну, уже в тот момент я пережила много всего нехорошего, но этот аромат вообще ни о чем плохом, как бы, там было много моментов нехороших в тот год, но не заикарилась никак, только все хорошее почему-то. Да, вот это, вот, знаете, что-то новое, какая-то жизнь, какие-то новые знакомства, куча комплиментов. Я помню, тогда на этот парфюм получала очень много комплиментов. Я общалась с компанией молодых парней, прямо их компания была. Вот, и часто с ними везде гуляла, ходила, там ездить с ними училась, ну, такого плана. И они мне делали всегда комплименты. У тебя такой классный парфюм, такой классный парфюм. Вот, это был он. Про что парфюм? Тут небольшая пирамида, по-моему, апельсин, опять же, жасмин, который я не прям так тоже отчетливо слышу. Мне нравится, знаете, когда вот я какую-то особо ноту не слышу, когда я слышу в общем парфюм, это очень красиво. Он очень приятный, он и сейчас актуальный, в нем никакой старой школы нет, он просто хочется им поливаться и ходить в нем и вообще наслаждаться. Вот так один шик сделаю, а то уже у нас поздно, да и видели, какая погода, куда я пойду. Я сейчас никуда не пойду в такую погоду. Очень, очень он приятный. Я считаю, если увидите его по хорошей цене, тоже можно взять, потому что они скоро все уйдут, эти аддикты и вообще. Розовый аддикт, кстати, тоже ничего, но мне пока вот этот как-то он больше нравится, если честно. Но раз спустя столько времени я все-таки решила его заново задублить. И тогда я что не хотела сказать, я думала, я его никогда не закончу. Меня он уже бесил под конец. В такой степени он мне надоел, эти 100 мл. Еще то, что один парфюм, никакого разнообразия, я уже не хотела вообще им подумать, когда ты закончишься уже, добить тебя скорее. Вот тогда такие проблемы были, да. Вот. Ну, сейчас я прям радуюсь, что он у меня появился. Очень хорошие воспоминания с ним связаны, сумасшедшие истории. Очень классно. И еще парфюм, вообще неожиданно, негаданно, нежданно. Я купила парфюм от Сибирского здоровья. Сейчас он называется Siberian Wellness. Это Динамик. Динамика. Аромат с такой интересной пирамидой, как мне показалось, с ирисом, иланг-илангом, с морской солью. Для меня он... Там есть эти парфюмеры, то есть действительно эти парфюмы ничто не копируют, их придумали сами. Такой вот флакончик с деревянной крышкой, такой вот 50 миллилитров. Знаете, вот что-то я просто зашла в офис Сибирского здоровья. У них стоят парфюмы. Я, кстати, не знала, что они выпускают парфюмы. У них есть аналоговые парфюмы, они мне сразу сказали. Есть та линейка, которая вот такая особняковая, выпускается парфюмерами специально, да. Здесь есть помадность, вот эта вот ирисовость дает все-таки запах вот этой вот старой помады.
А с флакона он пах просто... Они, кстати, не дали мне пшикать там. Они сказали, вот просто с флакона понюхать. Вот. Но я там не стала брать, потому что его заказала. Там со скидкой выгоднее было заказывать. Но в нем есть эта морская соль. Есть вот какая-то пляжность в нем есть. Есть иланг-иланг, вот этот, который с ирисом вообще дает помадность. Но он интересный, он классный, действительно. Какие-то, может, еще желтые цветы здесь. Он какой-то вот даже немного меда. Он по-своему интересный, правда. Его сравнивают с Calvin Klein Reveal. Квадратик такой у меня есть, но я так параллельно сравнила. Нет, они абсолютно разные. Этот играет, меняется. Стойкость у него, кстати, хорошая. И по цене они доступны. В принципе, ну, на мой вкус, мне такое нравится. Поэтому, кстати, знаете, здесь что-то плавает. Ну, не могут, да, вот как бы себе. Ну, нет, вы не увидите, конечно, что-то так иногда плавает. И мне еще что не понравилось, что он пришел как будто бы подтекающим. Вот этот нюанс есть, вот здесь вот как будто вот что-то парит. Ну, пока нет, он сколько стоит, как бы ничего не ушло. Но что-то вот есть немножко в качестве флаконов. Вот вроде бы выделили деньги, да, позвали парфюмеров специальных. Все там сделали, неплохую пирамиду, собрали парфюм такой вот с соленой ноткой, и тут же помадность, необычное сочетание. Вроде бы даже к пляжу его можно отнести, что-то такое вот на лето. И тут же вот так вот с флаконом. Вроде симпатично, но какие-то осадки плавают. Осадки в виде фрикаделек. Есть мультик, кстати, такой. Вот, но здесь меня хорошо слышно, а то у меня микрофон сегодня на боку, обычно его на середину цепляю. В общем, вот. Ну, пока все. То, что я вам показала сегодня, это 6 ароматов. Еще были покупки, но уже как-то стараюсь сильно так, знаете, 10 ароматов, очень сложно рассказывать, я начинаю запинаться, заикаться, такие вот дела. В общем, подводим итоги, это суперские парфюмы, каждый из них мне очень-очень понравился, вот правда. Бывает такое, что совсем мимо, но вот единственный вопрос с Синтрой, но я думаю, что я с ней все-таки как-то подружусь и будет все классно. Просто пока для меня что-то там перебор. Вот, а так и довольна. В общем, вступаем в барахолку, продаем, покупаем выгодно ароматы. Что еще делаем? Пользуемся промокодом для рандеву, да. А то все блогеры говорят про свой промокод, а я как сижу, как лохушка, с промокодом и не говорю. Я всегда все забываю, вот правда. Мне девчонки пишут, ты, говорит, сейчас сказала про барахолку? Я говорю, нет, забыла. Чем больше людей, тем интереснее же, правда? Правда. Поэтому вот. А вы пишите, какие парфюмы вы покупали, что вы знаете из этого, что вам нравится, что нет. Вы напишите, может, вы знаете парфюм от Сибирского здоровья, правда. Там их целая линейка, поэтому, может, что-то вам больше понравилось. Там я потестировала с флакона, и, как вы поняли, что я там ничего не поняла вообще, когда вот так с флакона понюхала. Конечно же, ничего не поняла. В общем, все. Спасибо вам большое за просмотр. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, если хотите. И, подписывайтесь на мой канал, мне будет так приятно. Все. Спасибо вам большое. И до скорых встреч. С вами была я, ваша Ника в парфюме. Все. Пока-пока.